Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал «Ремонте и отделки». В этом ролике я покажу один из способов укладки декоративного камня, а также возможные ошибки как при раскладке, так и при укладке. Облицовывать буду цоколь дома, основание которого я подготовил в предыдущих роликах. Приятного и полезного вам просмотра! Предварительная раскладка декоративного камня – это важный этап работ. И в каких случаях она делается? Первое. Если нет определенной раскладки схемы чертежа от производителя, то мы делаем это самостоятельно, чтобы в моем случае согласовать с заказчиком и избежать дальнейших переделок после того, когда мы ее приклеим, а то вдруг не понравится. И второе. Убедиться в нужном количестве, так как декоративный камень был закуплен заказчиком очень давно, а очередь до укладки дошла только сейчас. И после раскладки мы увидели, что декоративного камня не хватает. И из этого следует согласованная эконом-раскладка, если нет возможности докупить. Так как я выполнял всю раскладку, а точнее сразу с 4 сторон, то перед раскладкой застелил все пленкой, чтобы основание было не пыльным, а в случае дождя декоративный камень оставался сухим. Для избежания повтора рисунка, а также для удобства выношу приблизительное количество коробок. Но при раскладке буду брать декоративный камень с разных коробок. Раскладку начинаем от угла, но при этом нужно подобрать угловые камни так, чтобы заводской край был одинаковой толщины, чтобы запилить ровный угол. Все остальные камни раскладываю таким образом, чтобы не было повторений. Вертикальные швы не совпадали между первым и вторым рядом, вторым и третьим и третьим и четвертым. Казалось бы, 4 полноценных ряда смотрится красиво, но нет. По высоте цоколя мне потребуется только 3,5 ряда. А исходя из количества, я буду подрезать только первый ряд, практически пополам. А половинки, которые остались после подрезки с одной стороны, переходят на другую сторону. Вот вам и эконом-вариант. Ну а идеальная раскладка в данном случае это 2 целых плитки посередине, и верхняя и нижняя подрезка должна быть одинаковой. Казалось бы, 4 ряда, все красиво. Деревня. Чтоб каждый раз не мерять, прикрепил опорную планку с трубцинами с определенным расстоянием до диска. И по этому размеру нарезал всю плитку для первого ряда. Отрезать по такому шаблону можно как самые длинные элементы, так и самые короткие. В итоге сделал раскладку для всех сторон, но со стороны фасада раскладку сделал немного иначе. Подробнее об этой раскладке расскажу позже. Так как первый день я занимался раскладкой и подрезкой, а на улице пасмурно, то все укрыл пленкой, чтобы не намочило дождем. В большинстве случаев облицовка цоколя начинается после укладки тротуарной плитки, но в моем случае ее пока что нет, а есть только бетонное основание. Так вот, от этого бетонного основания оставляем зазор равной толщине плитки и толщине подушки и устанавливаем опорный профиль. За день до раскладки в один из вечеров по лазерному уровню сделал нулевую отметку по кругу, от которой и буду делать дальнейшую разметку. Но если нет лазерного уровня, то можно воспользоваться шнуркой. Главное, чтобы не было провисов посередине.
Кто смотрел предыдущие ролики и видели, сколько здесь было переделок, как с цоколем, так и с бетонным крыльцом. И знаете, что я заметил и что меня больше всего порадовало? Хотя бы кирпичная кладка в уровне. А это уже результат. На уголок приклеил малярный скотч и сделал полную разметку каждого ряда с учетом швов 6 мм. Прикладываем уголок на один из углов и отмечаем нулевую отметку. А далее мы просто прикладываем уголок и совмещаем с нулевой отметкой на цоколе, которую мы сделали заранее, и делаем порядовую разметку, как и будет укладываться декоративный камень. Конечно, хорошо, если б лазерный луч было видно днем, но, увы, приходится чертить линии, по которым мы будем ориентироваться. А в качестве опоры для первого ряда буду использовать алюминиевый квадрат. Ну а так как в гидроизоляции нельзя делать отверстия, то профиль буду устанавливать на кирпичи. А для более точной установки буду использовать пластиковые пластины разной толщины. Профильная труба желательно должна быть жесткой, а самое главное ровной. Способ, конечно, не из лучших, но вполне себе рабочий. После установки еще раз проверяем рулеткой относительно нулевой отметки, чтобы все было четко. Так как в этой коллекции декоративного камня нет угловых элементов, поэтому буду запиливать внешние углы под 45 градусов. И как вы можете заметить, углы запиливают так, чтобы они не были острыми. Так меньше шансов, что в дальнейшем этот угол отколется. Все готово. Углы запилены, подрезка готова, опорный профиль установлен по уровню. Замешиваем плиточный клей и приступаем к укладке. Для укладки декоративного камня буду использовать плиточный клей Adesilex P10 и латексную добавку Изоластик. Чтобы приготовить раствор плиточного клея, вам понадобится емкость для замеса. Для этого отлично подходит пластиковое ведро. Также под рукой нужно иметь строительный миксер или электрическую дрель со специальной насадкой для перемешивания строительных растворов. Но замешивать буду небольшими порциями, приблизительно на 2 литра воды. Но так как я еще использую изоластик, то соотношение идет 1 к 1. 1 литр воды и 1 литр изоластика. И засыпаем сухую смесь и перемешиваем на средних оборотах. В конечном итоге должна получиться однородная пастообразная масса без комков. Далее пусть раствор постоит 5-7 минут. Это необходимо, чтобы полимерные добавки полностью распределились по всей массе раствора. Потом повторно перемешиваем раствор клея и можно приступать к приклеиванию декоративного камня. Сначала буду укладывать первый ряд, а так как вся подрезка по высоте 1 в 1, то укладку буду производить без использования клиньев, только крестики в вертикальных швах. На гидроизоляцию клей наношу на сдир, а на декоративный камень под гребенку, и на это есть свои причины. Так как основание декоративного камня не только в форме лодки, но еще и винтом, то если нанести клей под гребенку только на цоколь, то не факт, что он достанет до середины, а приклеятся только края. А при нанесении клея на основание декоративного камня больше шансов, что он приклеится полностью. При укладке декоративного камня важно, чтобы швы были чистыми. Это нужно для дальнейшей качественной заделки швов. Берем пластину, равную толщине плиточного слоя, и формируем угол, чтобы было все ровно и остался зазор 2 мм для дальнейшей заделки. И так укладываем практически до самого угла, в том же порядке, как и сделали раскладку.
Алюминиевой профтрубы хватило только до середины, и чтобы не останавливаться и не ждать пока схватится первый ряд, также использовал квадратную профтрубу из нержавейки. Первый ряд готов. По-моему, получилось все ровно. А вы как считаете? Дальше чертим линию по отметкам, но чертим линию не по краю второго ряда, а по началу третьего. Так проще контролировать горизонтальный уровень второго ряда. И укладываем второй ряд. Выставляем первый камень по углу, проверяем уровнем, а затем укладываем практически до самого края. Кстати, по поводу крестиков. Это крестики, но с небольшой корректировкой. А то так не помещаются. Один раз сделал и пользуюсь несколько лет. Второй ряд готов, приступаем к третьему. За один день успел сделать 2,5 ряда. Теперь можно убрать профильную трубу и установить на другую сторону. И хорошо, когда есть помощник, который сможет выполнить укладку первого ряда на другой стороне. Так скорость работ увеличивается в несколько раз. Но так как еще нет в наличии вентиляционных решеток, необходимо сделать разметку по длине в том же порядке, как и будет укладываться декоративный камень, и продолжить укладку. Позже вернемся к этому месту. Третий ряд готов, приступаем к самому простому, четвертому ряду. Ну и на четвертом ряду тоже пропускаем вентиляционные каналы. Со стороны фасада также делаем разметку, чертим линии и выставляем опорную профильную трубу. Но раскладка декоративного камня отличается от других сторон. Со стороны фасада раскладка будет одинаковой, как слева, так и справа.
Замеряем расстояние от угла до крыльца и делаем раскладку таким образом, чтобы не допустить маленьких подрезок, как первого ряда, так и остальных трех, также с учетом толщины шва. Раскладка справа относительно крыльца готова, и в таком же порядке подготовил слева. И приступаем к укладке. Также оставляю зазор между декоративным камнем и крыльцом для дальнейшей герметизации шва. Укладываем второй ряд, но не забываем про зазор на углу. После фасада приступаем к доделке, где нужно было установить вентиляционные решетки. Обрезаем лишнюю трубу болгаркой, чтобы она не мешала при дальнейшей установке вентиляционных решеток. Слегка напылил, но это не беда, все легко обеспыливается кистью. Решетки выставляем по центру трубы и обрисовываем. И по этим линиям чертим и вырезаем. Когда приклею декоративный камень вокруг вентиляционных каналов, то не будет лишним приложить решетки и убедиться, что все в порядке. Вокруг вентиляционных каналов все готово. Осталось доделать одну сторону, а точнее сзади, и показать вам, как я доделал угол. Чтобы сохранить заводской край и запилить угол, то замеряем расстояние от угла до края камня.
И по этому размеру подбираем раскладку, чтобы подрезка была минимальной. И теперь можно запилить угол, а плитку можно укоротить с другой стороны. Кстати, резанный край остается незаметным, а угол получается заводской. И также приклеиваем по своему месту назначения. Многие, наверное, заметили, что расстояние от низа декоративного камня до основания увеличилось в разы. Но не переживайте сильно по этому поводу, так как в дальнейшем будет выравниваться уровень двора. А также, друзья, если вы не знаете, чем и как заделать швы в декоративном камне, то я рекомендую вам подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и включить все уведомления, чтобы не пропустить следующий ролик, где я буду заделывать швы. Забегая немного вперед, могу сказать одно, что это будет затирка не на цементной основе, а кое-что поинтереснее. Угол готов, теперь доделаем быстренько оставшиеся стороны. А тут сходятся две стороны, где нужно собрать угол и подкорректировать длину и оставить заводской край. Но все равно этот угол я сделал в самой невидимой зоне, даже при том условии, что резанный край практически остается незаметным. Все готово, и по-моему получилось неплохо. Заказчик доволен, а это самое главное. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки. Если остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Чем больше вопросов, тем лучше. Но я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующем ролике.